Всем доброй ночи. Друзья мои, на самом деле в этой жизни что мешает человеку более всего достичь успеха, идти вперед, быть впереди в своей профессии? Задумайтесь, что именно мешает? Деньги, поддержки нет и так далее. Нет. Это все можно со временем приобрести, всего можно достичь, добиться. А мешает человеку единственный, скажем, фактор – это страхи. Страхи, сомнения, боязнь. Вдруг не получится, а вдруг будет не так, как хотелось бы, и прочее, прочее. Страхи. Страхи тормозят цивилизацию, и человека в том числе. Когда у вас накапливается достаточное количество отрицательной вот такой энергии, когда постоянные панические атаки невидимых сил на вас, то это вас останавливает. Человек боится в этой жизни предательства, потому что предательство рядом с нами ходит сплошь и рядом. Человек боится вложить деньги не туда и как бы это все потерять. Человек боится сделать выбор и создать семью, а вдруг это не тот человек и прочее. И много раз наши страхи, то, что скажет общество, как посмотрит на нас, а вдруг поспешили, а вдруг это не тот человек, а вдруг не то время и прочее, прочее. Это все приводит к тому, что у человека тормозится развитие. Человек должен время от времени освобождать себя от лишних страхов, для того, чтобы открылась ширма, чтобы его глаза более четко видели картину его жизни и чтобы он продвигался вперед. Как это сделать? В Древней Армении, когда еще существовали храмы богов, оттуда по традиции брали и в праздничные дни, и в такие дни, будние дни, приходили, просили жреца и брали себе огонь из храма. То есть они там разные, то в емкостях масляных, то еще, как это называлось, там эти приспособления специальные для того, чтобы огонь поддерживать. Одним словом, брали масло с храма, с атрушана, то есть жертвенник огня. Огонь вечный, который вечно горел, постоянно горел перед статуями. Вот из этого огня они брали себе огонь, приносили домой, освещали дом, очищали пространство. Считалось, что огонь из храма запугивает злые духи. Огонь приносили, когда женщина рожала ребенка, до 40 дней очищали этим огнем, поддерживали этот огонь дома. Когда намечалась свадьба, очищали пространство и после очищали от гостей, если кто-то там позавидовал, чтобы это все сгорело в огне. С огнем связано очень много традиций, обрядов, обычаев армян. И вот традиция, собственно говоря, она не только именно армянская, да, брать с храма огонь. Это традиция древнего мира. Отсюда и олимпийский огонь, который брался из храма Зевса, громовержца олимпийского, когда начинались игры. Вот этот огонь нужно было поддерживать, этот огонь передавали потом победителям и так далее. Именно имитация вот этого огня, взятого из храма, можно совершить, можно сделать на основе этих древних традиций ритуал. И вот в Древней Армении была такая традиция. Человек, чего боялся, писал на пергаменте или на коже, или на в этом дощечки делали такие тонкие, потому что тогда бумага еще была очень большой редкостью, папирусная имею в виду, да, еще только появлялась. И кожа животных в том числе была большой редкостью, поэтому это было недоступно простому человеку. Поэтому писали на дощечках, писали на листках больших таких, сушили листочки и писали на них. Писали о страхах, писали, могли углем написать, могли другими там природными материалами написать. Обозначались страхи. Еще до того, как появилась письменность, была клинопись. Клинописью обозначали определенными знаками, которые означали страхи, сомнения, черные какие-то внутренние мороки, борьба и так далее. Приходили в храм, брали в храме огонь, приносили домой, освещали дом, очищали пространство и после
сжигали с определенным заговором вот эти все выделенные страхи и сомнения, которые внутри человека. Считала, что этот огонь уничтожает все, что тревожит человека и не дает ему развиваться. Естественно, до нас не дошли ни заговоры, ни именно слова, как могло быть. Но вы понимаете, что их восстановить возможно, если человеку дано восстановить, да? И вот следуя этой традиции древней, идя по следам вот этих древних обычаев, я создала вот этот ритуал, который вам поможет избавиться от страхов. Когда у вас постоянные атаки, внутренние сомнения, какие-то, понимаете, и через некоторое время вы почувствуете, что вы от этих страхов, от этих паник, от этих постоянных сомнений полностью свободны, и вы трезво видите, оцениваете ситуацию. Освободиться от страхов не означает идти и заходить в клетку ко льву, потому что у вас нет страха. Это глупо. Страхи нас на самом деле оберегают. Страхи в основном для самосохранения человека. Если человек чего-то боится, да, он не полезет пальцами, не засунет пальцы в розетку. Это его оберегает, его жизнь. Но с другой стороны, когда чрезмерные страхи, сомнения, чрезмерные самобичевание, оно может привести к болезни, даже душевной болезни. И чтобы этого не было, убрать это из своей жизни, освободиться и трезво посмотреть на вещи. Вам понадобится красная свеча как символ жертвенника от Рушана, то есть жертвенника огня богов. Освещение там рядом, другие свечи можете поставить любые, но желательно белые. В принципе, таких цветных и не стоит. Красная свеча центральная на алтаре. Маленькая свеча, на которой вы пишете страхи. И эта свеча должна догореть потом. Вам нужно взять благовоние, потому что вы имитируете храм, а в храме всегда царит благовоние, поклонение древним силам и так далее. Берете листок бумаги. Я там не написала, естественно, я просто обозначила 1, 2, 3. Пишите свои страхи. Ручкой или карандашом, это не имеет значения. Страх потерять работу, например, да? Страх остаться без денег. Страх там, что семья развалится. Страх. Какие у вас есть страхи в жизни? Вот эти все страхи перечисляете, пишите, хоть 50 штук, неважно. Можете и с другой стороны написать. После зажигаете, вы как забираете, то есть имитация забирания из храма огня себе домой, да? Зажигаете свечу, читайте 1 раз основной заговор и 6 раз в конце, когда сжигаете уже эти страхи. Я вам сейчас все подробно объясню. Сейчас 1 секунду, извиняюсь, чтобы все поместилось. Итак. Иду я босоногая, иду простоволосая в храм древних богов. Там сила тысячелетий, там память поколений. Сколько и пришли и ушли в мир теней. Они любили, они страдали, они боялись. Страхи, 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 крылатые страхи, из тенитов мрака, ползучие, безликие, на крыльях призраков. Затаенные во тьме, приходящие наяву и во сне, вы всюду и везде, внушающие ужас, сомнение и боль, страхи безликие, несущие зло, тени страшноликие, вы тянете на дно, вы тянете в бездну, вы губите душу, вы черные, вы вездесущие. Иду я босоногую в храм древних богов. И стены трясутся от моих сильных слов. Перед статуями мерцает свет, сверкает и слепит. Я даю святой обет, а сила мне добром ответит. О боги древние, великие и вечные, ваша сила и мощь и любовь бесконечна. Я беру огонь от святого Атрушана. О священный всемогущий огонь, ты освящаешь храм богов, ты очищаешь от порч и оков, ты поглощаешь, ты спасаешь. О очищающий огонь Атрушана, я забираю тебя в свой дом, даю тебе указ, даю тебе наказ, прошу и заклинаю.
И вот то, что я сейчас прочитаю, читать 6 раз. Силой священного огня я сжигаю дотла свои страхи. Уничтожаю сомнения. Нет страха, нет неверия к себе, нет сомнения к себе. Сжигайте. Вот, подготовьте, естественно, емкость. О страхи многоликие, о тени страшноликие, сгорите в огне священного Атрушана. Превратитесь в пепел. Да сожрет вас огонь богов. Да обратится в пепел страхи и сомнения. Сгорите, страхи. Да сбросится тяжесть моих оков. Сгорите, страхи, переполохи и сомнения. Огонь священного Атрушана. Ты очисти мою душу от страхов, от сомнений и переполохов. Сгорите, умрите, нет страха, нет сомнений. Атрушан священный, сожги страхи, испепели из души и сердца, страхи убери. Сгорели они, исчезли они, превратились в пепел. Боги благословили, страхи сгорели, 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 уничтожились. Да будет так. 6 раз вот этот последнюю часть, где я сказала, читайте. До конца нужно сжечь, чтобы ничего не осталось. Ждете, пока свеча догорит. Свечу, вот огарок свечи можно выкинуть просто в мусорный ящик. А пепел до последнего нужно, чтобы он догорел. Именно вот с этого огня выкидывайте через окно и говорите: страхи сгорели, улетели, исчезли, оковы пали, я свободна. Да будет так. Все. После этого, через некоторое время, в принципе, в тот же день, на следующий день вы почувствуете очень сильное облегчение, спокойствие, полностью уйдут все эти страхи. Потому что на самом деле все эти условные страхи, которые мы сами себе навязали, эти рамки, в которые мы себя втиснули, они мешают нам жить и продвигаться вперед. Всем удачи!